Всем привет! Следующая серия про изготовление 4 волковых вальцев. Здесь у меня, как видите, 3 волка уже готово. Нужно сделать подвижный 4-й вал. Я здесь уже набросал чертеж. Подвижная пластина будет выглядеть следующим образом. Здесь 2 варианта я изобразил, будет отклоняться. И в принципе придумал уже механизм наклона. Все это должно быть жестко на резьбе, но тем не менее должно регулироваться. Наметил отверстие шилом. И теперь такими короткими движениями прорезаю сквозь миллиметровку, чтобы дать контуры. Снизу лежит бумага. Вот она. И фанерка подложена, чтобы не портить стол. Это будет шаблончик. Вот что получилось. Нужно сделать 2 таких детали. Остался еще кусочек толстого дюраля. Вот, в принципе, можно здесь расположиться. Ну вот и вся разметка. Сейчас бы пригодился станочек с ЧПУ, чтобы это все вырезать на плите. Но мы воспользуемся старой доброй циркулярной пилой. Все, есть 2 заготовки. Сейчас я просверлю отверстия предварительные. Все это можно будет скрепить и обрабатывать уже в пакете. Выточил втулочку, чтобы предварительно можно было легко зацентрироваться на моей планшайбе. И теперь можно просверлить здесь новые отверстия, нарезать резьбу и прикрепить эти 2 детали под росточку, под подшипник. Раз и 2. Отверстие делаю несколько больше, чтобы можно было отрегулировать. Что-то часто стало пригождаться эта планшайба. В таком положении очень удобно сделать посадку под подшипники на токарном, потому что на фрезерном я это сделать не могу. Ну вот так, наверное, нормально. При дальнейшей обработке можно вставлять сюда подшипник посередине и обрабатывать остальные отверстия. Он будет центрировать как штифт. Именно поэтому росточка начиналась с него. Детали изготовлены пакетом. Моя любимая технология. Если нужно сделать несколько деталей, они получаются идеально одинаковые. Теперь логично сделать подвижный вал, который будет вращаться в этих подшипниках. Выточил детали подвижной части, здесь обычные в основном валы, поэтому особо не показывал. В общем, там вдали проходит вал сквозь вот эти качалки. Вот он здесь торчит. Здесь вал для регулировки высоты подъема. В общем, так вот это все дело интересно выглядит. Вот так происходит преклон. Где-то в этом положении лист будет ровно проходить. Ну а в этом будет изгинаться вокруг
вальц. Сделал шпоночные пазы на валах. Ну и предварительно немножко насадил на шпонки. В общем, сейчас уже шестерни так не громыхают, как раньше. Просто я изначально посадил одну с перекосом. Здесь большой натяг был. Вот, сейчас уже более-менее плавно все вращается. Скомпоновал с редуктором. Примерно так это все будет стоять. И теперь нужно прикрепить вот эти пластины к основанию. Основание, к сожалению, не идеальное. Здесь есть такая прорезь нехорошая. Ну, что поделать, какую нашел, другой пластины, к сожалению, не нашел. Ибо нужно было бы ее очень дорого покупать. А это продали по дешману в 5 раз дешевле. Как раз из-за этой прорези. В общем, такие дела. Сейчас размечаю вот здесь. Как видите, уже все выверено. Вот так отчерчиваю, найдя самое оптимальное положение. Получилось два таких вот прямоугольника, по которым можно просверлить отверстие. Вот здесь, сколько хочешь. А потом уже просверлить вот здесь. То есть такая очередность очень удобная. Можно опять же приложить и просверлить уже снизу по размерам, по этим отверстиям. Все скручиваю с этой стороны и буду уже сверлить полностью вместе с этой конструкцией. Собрал воедино, вот что получается на данный момент. Я его уже даже немного протестил. Вам, правда, пока не покажу, но скажу заранее, вроде бы работает эта вещь. Как мы видим, прокатывается. Здесь, получается, щель расширяется. И за счет предварительного натяга, потому что здесь создается напряжение, вот эта полоса весьма таки прочно здесь удерживается. Такая получилась красота. А это все-таки никогда оно не пригождается. Все это накопленное имущество. Все лучше сделать с нуля всегда. Берешь и делаешь с болваночки. А вот это все добро, вот это тоже под вопросом. Ну попробую. Может найду цепь такую подлиннее. Вот так эти опоры выглядят на вальцах. Теперь нужно делать, как вы понимаете, стаканчики, в которые будут упираться вот эти полусферы. Вот, ну а потом двигаться дальше, естественно, мудрить цепной механизм привода, либо ручной для начала. Запрессовываю звездочку в переходную втулку. Запрессовка довольно-таки жесткая, там она сама себе нарезает небольшие шлицы, поэтому сидеть должна очень и очень хорошо. Оп, и все. Отъезжанто. Вот такая получилась красота. Вот они, эти шлицы. Пришлось затарить вот такую цепь. Вроде бы как сказали, что цепь со скутера. Другое ничего не подошло, такую цепь найти не смог. Нужно было ждать несколько дней, пока будет оптовый рынок. Ну, я не стал этого делать. Взял цепь немножко побольше. Возможно, даже эпичней все это будет смотреться. Звездочка накручивается вот сюда, по резьбе. О! Хотел сделать этот цепной привод сверху, но сверху тогда не получится нормально катать листы. В общем, придется переделать, сделать все снизу. Решил вал сделать из бронзяки, чтобы вот здесь уменьшить трение на резьбе. Потому что крутить нужно будет вручную. Ну, вроде бы угадал. Более-менее с размером.
Так, ну вроде бы огонь. Друзья, ну я могу с уверенностью сказать, что вальцы практически готовы. По крайней мере, механическая часть уже полностью изготовлена. Здесь есть привод на шестерни, средние валы вращаются и могут уже зажимать листовой металл. Подвижный ролик тоже уже может изменять свое положение. Как это делается, я вам сейчас покажу. С помощью этого привода, как мы видим, щель увеличивается. Если я кручу в обратную сторону, она уменьшается. Если поднять максимально вверх, то радиус изгиба будет минимальным. Здесь еще пока что все болтается, потому что я не закрепил вот эти вот колодцы. В колодцах, как в подшипнике, шаровая опора вращается, и нужно их снизу на резьбе закрутить. Много чего здесь еще не доделано по мелочи. Вот. Ну, основные все детали есть. Нужно позакрепить на валу все вот эти детали, ручку, звездочки, колодцы прикрепить, сделать здесь какие-то фиксаторы, чтобы вот эта щель сильно не расширялась и сильно ее не разорвало. Но уже в таком состоянии я вам могу показать, как оно работает. Пока что, конечно же, с ручным приводом, потому что вот это дело еще ждет своего часа. В следующем видеоролике я займусь приводом агрегатов. А работает эта чудо-машина следующим образом. Берем заготовочку, можно даже в ручном режиме уже пробовать. Хоп! И поехали. Поехали заворачивать в колечко. Хоба, 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 хоба. Вот что получается. Можно еще выше поднять и сделать еще меньший радиус. Даже, по-моему, слишком высоко поднял. О! Вот что получается. Такая вот вещь. Можно даже разогнуть ее обратно. Это все-таки линейка. Я ее, честно говоря, 10 раз уже туда-сюда гнул, разгинал. Все, скажем так, весь процесс обратимый. Пробуем разгинать. Так, наверное, надо еще чуть-чуть меньше. Оп. Погнали. Пока что все в ручном режиме, потому что электрика не подключена. О, ну почти, не угадал с первого раза. Можно будет угадывать. В общем-то, на этом все, дорогие друзья. В следующем видеоролике я буду подключать вот это дело. Нужно будет также ревизию редуктору сделать. Ну и подсоединить вот эту шестерню, все смонтировать на этот стол, чтобы все работало. Ну а на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока.